Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на любые вопросы. Есть инструменты для улучшения всех сфер жизни, практики, настрои, медитации, саблиминалы. Весь секрет в том, чтобы вы именно чего-то захотели или захотели что-то изменить и, используя какой-то из инструментов, повторяли его многократно, и тогда оно действует. Каждый раз, начиная какую-то практику, для себя я сейчас говорю, и начиная заниматься каким-то вопросом, я все больше и больше убеждаюсь, что многократное повторение дает толчок подсознанию, и вещи начинают происходить сами собой. Неожиданно, с неожиданной стороны приходит определенный ответ, и у тебя открываются двери, и ты понимаешь, куда тебе двигаться и что тебе делать. И так работают законы Вселенной. И опять же повторяю, это действительно, если есть какая-то задача, проблема, выбираешь себе практику, выбираешь себе медитацию. Я очень часто сама себе пишу медитации. Мне для себя легче, потому что я точно знаю, какие фразы меня двигают, какие фразы не воспринимаю, и, соответственно, я делаю себе медитацию, которую я слушаю, практику. И через какое-то время, иногда это пару недель, иногда у меня даже такое было, что вот сейчас, например, у меня есть проект еще один, которым я занимаюсь, я к этому проекту шла полгода. Никак я не могла понять, как мне к этому подойти, что мне с этим делать. Искала и, соответственно, проходила практику и свою же слушала. И вот в один момент совершенно неожиданно пришел инсайт, и я смогла хотя бы продвинуться к своей цели, к своей мечте, давайте так, открыть онлайн-школу, и я сейчас именно этим и занимаюсь, для того, чтобы я могла помогать большому количеству людей именно через онлайн-школу при помощи мини-курсов, вебинаров. Вот, когда что-то будет готово, я уже дам вам знать. И там будет, конечно, и на русском, и на английском для моих англоговорящих подписчиков. Ну, сегодня, как и каждый месяц, да, я из-за того, что я учусь сейчас, я вот уже второй месяц, каждую неделю не выпускаю прогнозы, просто потому что не успеваю. У меня определенный срок, в который я должна пройти курс, и, соответственно, я занимаюсь, снимаю каждый день, все равно каждый день снимаю для вас советы. Ну, а сейчас мы посмотрим самое основное и самое важное уже на июль, и сейчас это стихия воздух. Не забывайте про ваш акцендент. Акцендент влияет на ваше внутреннее состояние, влияет на ваши мысли и, соответственно, влияет на то, что происходит. В конце видео я выложу карту на исполнение желаний, и вы сможете загадывать желание. Кстати, желание можете загадать сейчас, записать его и пока что отпустить. Когда я буду выкладывать карту, опять прочитаете свое желание пару раз, сконцентрируйтесь на нем. Я выложу карту, и мы посмотрим, ваше, не ваше. Вы же знаете, что карты дают совет. Ну что, мои дорогие ветерки, сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых, сделайте себе комплимент,
похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Кстати, я не сказала, что это стихия воздух. Знаки зодиака, близнецы, весы, водолеи. Я была вся в том, что со мной сейчас как бы происходит, что я очень взволнована и, конечно, мне очень интересно дальше двигаться в сторону улучшения, повышения, развивается. Вот, смотрите, прежде чем я начну, я вам хочу сказать, что как только вот человек делает что-то, человек чего-то достигает, и в этом он движется внутри. И, соответственно, со временем, простите, пожалуйста, со временем это переходит в рутину, и интерес все равно со временем немножечко падает. Как только человек находит еще цель развиваться, расти, узнавать, достигать, у человека появляется вдохновение. Поэтому неважно, какой уровень движения, неважно, или это касается работы, карьеры, бизнеса, или это касается хобби, чего бы это ни касалось, как только человек ясно видит, какая у него еще цель, какое у него еще желание, у человека появляется вдохновение и стремление. Вот в таком состоянии и делаются дела, в таком состоянии и проходят через ситуации, в таком состоянии люди достигают. Помните об этом. Ну что, близнецы, что же самое основное для вас в июне? В июле, простите. Самое основное для вас в июле – это то, что вы достигнете определенных результатов. Это в работе, это может быть завершение какого-то проекта, это может быть достижение какой-то цели, повышение по карьерной лестнице. Ну и также, если вы обучаетесь чему-то, не обязательно это школа, это я опять же говорю всегда, что на моем канале 25+, потому что если младше, чем 25, то человек еще не знает, чего он хочет, и я не работаю с людьми младше 25. Поэтому, если старше 25, это могут быть какие-то курсы повышения квалификации, это могут быть какие-то тренинги, вот как я сейчас прохожу, но я не близнец. Единственное, что у меня в близнецах акцендент. Но я понимаю, что если применить эту карту ко мне, еще тоже, я не отождествляю себя абсолютно, я отключаю именно свое пристрастие. Но вот если даже применить эту карту ко мне, говорит о том, что я в июле уже чего-то достигну, по крайней мере, закончу курс, победа над курсом, это имеется в виду уже прохождение курса и, конечно, победное завершение. Вот у вас, может быть, у вас, некоторых из вас, может вот так проиграться эта карта. Также хочу сказать улучшение отношений, но именно при помощи работы над отношением, победа над ссорами, победа над недопониманиями и, конечно же, победа и улучшение отношений. По здоровью тоже не без вашей помощи. Это именно последствия ваших, можно сказать, для некоторых даже усилий, настроя, лечения, победа над болезнью. Хороший у вас идет месяц, и шестерка жезлов – это победа. Единственное, что, потому что это все-таки шестерка, а не
туз, то получается, что это победа, которая призовет еще какие-то задачи. Если, смотрите, во всех сферах, кроме здоровья, все понятно. Правильно? Ну, и даже в отношениях, потому что над отношениями надо работать постоянно. Постоянно. И, конечно, лучше, чтобы работали оба партнера. Тогда эта работа над отношениями, она приносит удовольствие обоим и улучшает именно погоду в доме. Вот, вспомнила песню. Вот, она улучшает погоду в доме. А насчет здоровья. Поддерживание здоровья на должном уровне. При помощи каких-то упражнений, при помощи... Ну, диеты никогда не помогали мне, по крайней мере, потому что диета тебя уводит от нормального рациона питания, и какое-то время ты кушаешь вот то, что только по диете, но все равно постоянно держать диету невозможно. А если некоторые из вас это делают, ну, вы победители такие. Только смотрите, чтобы не страдало ваше внутреннее состояние и ваше настроение. У меня вот так. И у многих людей, с которых я знаю, с которыми общаюсь, вот так. Как только начинается диета, уходит настроение, вдохновение и так далее. А тут имеется в виду поддержание здоровья тем, что вы сбалансированно питаетесь. Именно баланс. Не уход от каких-то продуктов полностью, но определенный баланс. Но опять же, если вы выбираете диету, я не зря это рассказываю, значит, некоторые из вас выберут диету. Вот такой у нас получился месяц июль для близнецов. Долго я что-то рассказывала, ну, значит, так шла информация. Давайте я посмотрю весы. Что же самое важное для вас? А для вас самое важное не терять присутствие духа в июле, не придираться к деталям, не придираться ко всему, что происходит, и не выискивать во всем, что будет происходить, негатив. Тут получается у многих из вас что-то вроде: ой, вот это хорошо, ведь я же тут хорошо, и там хорошо, но вот это но, оно и будет вам мешать в июле. Я много раз, когда провожу консультации, и мы начинаем, как я вам рассказываю очень часто, идет ситуация у человека. И довольно-таки неприятная ситуация. И это не карточная, можно сказать, консультация, а именно коучинговая. И мы садимся с клиентом и начинаем выписывать и выискивать даже вот в какой-то патовой ситуации какой-то позитив. Что происходит у человека? Человек мне говорит, я записываю. И вот записав какое-то количество пунктов, иногда очень много пунктов позитива, на которых можно сконцентрироваться и уйти от вот этого состояния постоянной тревоги и постоянного негатива, но что делает человек? Он говорит «но». Вот все позитив, вот одним словом «но» он полностью перечеркивает все то позитивное, что мы нашли даже в его непростой ситуации. Помните об этом. В июле, да, будут ситуации, которые будут вас волновать, вы будете переживать, но вот тут можно сказать «но», потому что если ты после негатива говоришь «но», значит ты перечеркиваешь весь негатив. Главное, после позитива не говорить «но». Вот вам еще один инструмент. При всем
том, что будут переживания и так далее, я уже не буду повторяться, но в ваших силах сесть и найти позитивные аспекты ситуаций, которые будут происходить. По здоровью будьте осторожны, какие-то хронические заболевания дадут о себе знать, и вот тут тоже будете переживать. А переживать это значит стресс, а стресс значит, наверх того, что есть какие-то симптомы, вы еще можете заработать и простуду, и повышенное давление. Стресс равняется повышенное давление. Если переживаете по работе, если переживаете за работу, подумайте о том, чтобы усовершенствовать какие-то ваши навыки и знания при помощи каких-то курсов, каких-то тренингов, каких-то вебинаров. И тогда все у вас, вы наберетесь еще и уверенности в себе, и вам будет легче, если вы не совсем уверенно себя чувствуете на рабочем месте. Для отношений возьмите паузу, если есть какие-то проблемы. Возьмите, никто не говорит расставаться, разъезжаться, но это только ваш выбор. Как минимум, возьмите паузу и разберитесь в себе прежде всего. Разберитесь в своем внутреннем состоянии. Ведь отношение вашего партнера или партнерши к вам – это отзеркаливание вашего отношения к себе. Помните об этом. Люди к нам относятся так, как мы относимся к себе. Они нас отзеркаливают. Ну и, конечно, как мы относимся к ним тоже. Идет совокупность. Это действительно, я понимаю, что для человека, который среднестатистический, это очень нелегко. Но вот таким образом, как я вам рассказала, пересматривайте видео, если вы, знаете, как с одного раза информация не всегда заходит. Пересмотрите, запишите те пункты, которые я вам назвала. Они могут помочь вам пройти июль без этих переживаний, без этого стресса и без этих разочарований. Но, опять же, это работа над собой, это работа над своим внутренним состоянием. Ну что, Водолей, давайте посмотрим, что же вас... А вот у вас будет месяц радостный, у вас будет месяц, где вы очень часто будете встречаться с родными, близкими, друзьями и проводить прекрасно время. Будет радовать вас и работа, и здоровье, и родные, близкие, и партнеры и партнерши по этой карте. Поэтому принимайте радость, не усугубляйте ситуации. Даже, смотрите, мы же не можем постоянно ходить и смеяться, или там постоянно. Хотя я практически всегда улыбаюсь, даже внутренне. Научила я себя, вот я же говорю, учеба. Я себя научила, что при любой ситуации, что бы ни происходило, внутренняя улыбка присутствует. И она помогает обходить острые углы в общении с кем-то, острые углы во внутреннем состоянии. Я же такой же человек, как и вы. Я точно так же могу поддаться какому-то влиянию и, увидев что-то неприглядное, тоже расстроиться. Просто приучила себя на все находить позитивную причину и, соответственно, улыбаться. Так вот, я для водолеев сейчас вы, даже если что-то будет происходить, а мы не можем избежать рутина, что-то не совсем понравилось вам, возьмите себе в привычку отпустить и улыбнуться. Вот, например, я знаю очень много людей, которые, когда сидят за рулем, страшно нервничают. Кто-то подрезал, кто-то обогнал.
И вот начинает себя накручивать и начинает что-то. Человек-то уже давно уехал. А тот, кто увидел это, начинает себя накручивать, начинает уже что-то в голове крутится и уже находит негатив во всем. Ну, соответственно, какая уже тут радость? Ну, обогнал и обогнал, подрезал, подрезал. Выбор человека, это выбор человека. Главное, знаете, я всегда улыбаюсь и думаю, главное моя безопасность. Надо ехать так, чтобы вы были в безопасности и чтобы вы не представляли угрозу вокруг машины. И все. Ну, а на 2 минуты быстрее, на 2 минуты медленнее. Ну, вы знаете, очень часто, когда мы спешим, у нас получается все наоборот. Все красные светофоры наши, все трафики наши. Поэтому, ну, получилось иногда, слушайте, иногда от тебя не зависит, ты что-то не рассчитал, но нервничать по этому поводу тоже нет смысла. Вы знаете, вот тут прекрасная карта радости, удовольствия, празднования чего-то. А я почему-то рассказываю вам что-то другое. Значит, вот как я могу это объяснить? Это ваша энергетика. И вот у кого-то, может быть, даже у одного или у 2 человек, у кого сильная энергетика, дошла до меня вот этот посыл, и, соответственно, я вам рассказываю, что же лучше сделать вам. Ну что, давайте посмотрим общий совет для стихии воздуха. Общий совет – не догружать себя больше, чем вы можете сделать, стараться избегать излишних телодвижений, потому что это не только физическая усталость, это моральная усталость. И еще я просто вот из этой карты вижу, не переживайте за мнение других людей, что о вас думают, как о вас думают. Поверьте, это настолько не важно, это настолько мизерно, ведь в конце дня только вы есть у себя. Помните об этом. Поэтому мнение других людей никак не влияет на вашу жизнь. Только если вы решите, что оно влияет, оно будет. Но если вы просто отбросите это и поймете, что не важно, что думают другие, пожелайте всем счастья и здоровья. И сами, не надо им в лицо, а скажите, это моя жизнь, и я ее живу так, как мне легко и удобно. Единственное, что как бы в нашей жизни, наше вот обязательство, такое, если у нас маленькие дети, пока мы их не подняли и не вывели в свет, как что они стали независимыми, это единственная наша обязанность. А так мы обязаны быть здоровыми и счастливыми. И все остальное, включая, я вот уже слышу, кто-то говорит, а что насчет родителей? Ну, что насчет родителей? Есть возможность и желание, вы помогаете. Тут нет каких-то канонов. Тут нет каких-то вещей, которые кто-то что-то обязан. Если вы так считаете, что вы обязаны помогать родителям, то вы делаете это из обязательств. Я это делаю из того, что я именно хочу это, и это доставляет мне удовольствие. Вот так. Тут, видите, вроде делаем одно и то же, но с разным настроением. Помните об этом. Ух, сегодня длинный расклад у меня получился что-то. Ну что, давайте вернемся к вашему желанию, которое вы должны были записать. Должны были, если вы хотели, вы записали.
но которое вы записали или просто о чем вы подумали и отпустили на время расклада. Давайте мы к нему вернемся еще раз. Или произнесите, или прочитайте и концентрируйтесь сейчас на вашем желании. А я посмотрю, что же карты скажут по поводу вашего желания. А вас ждет процветание. Это значит, что желание ваше исполнится. Главное, правильно хотите, правильно хотеть, правильно желать. И главное, предвкушать процветание. А процветание, вы же знаете, это успех во всем. Ваше желание исполнится точно. Помните только, что, как я вам сказала, прочитали, прочувствовали, отпустили. Итак, постарайтесь сделать пару недель и посмотрите, что произойдет. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои каждодневные советы. Ну и, конечно, ставьте палец вверх. Это помогает в продвижении канала и, конечно же, мне очень приятно. На сегодня все. Люблю вас, мои дорогие. Пока!